Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами продолжим говорить о мертвых. Я вижу, что эта тема вам понравилась, и многие писали в комментариях, что тоже видели на похоронах своих родственников умерших. Также вы писали мне, что вас интересует тема эгрегора христианского. Написал кто-то, что хотел бы узнать, как с ним все расторгнуть. Также был запрос на то, чтобы я рассказала про обряд крещения. Что это за обряд, что там делают и прочее. И, в принципе, я заметила, что запросов на тему этого эгрегора очень много. Люди хотят узнать, что же это за эгрегор, что на самом деле под ним скрывается, и что на самом деле происходит с людьми, которые находятся под влиянием этого эгрегора. И если вам эти темы интересны, то я сейчас на Бусти как раз весь этот эгрегор изобличаю, рассказываю про него, показываю людям факты, которые написаны в волшебной книжке, сопоставляю это с тем, что я вижу на тонком, и картина там вырисовывается, очень непримечательная. Поэтому, кого интересует тема и кто хочет узнать правду об этом эгрегоре, пожалуйста, заходите на мой Бусти, поддержите меня, то, что я делаю, то, что я здесь на Ютубе рассказываю, потому что поддержка на Бусти дает мне возможности дальше вести канал и также делиться новостями. Ну а вы, в свою очередь, получите доступ к уникальной и очень важной информации для того, чтобы наконец-то выпасть из иллюзий, потому что на Бусти я говорю как есть. Если на Ютубе, допустим, многие вещи подвергаются, скажем так, цензуре, то на Бусти и на своем телеграм-канале я могу действовать более открыто и называть вещи своими именами. Поэтому, если вы хотите правду про этот эгрегор, пожалуйста, заходите, я буду рада вас видеть. Но то, как избавиться от этого эгрегора и то, чтобы рассказать про этот обряд, я себе записала пометку, поэтому, скорее всего, эти ролики в скором времени выйдут у меня здесь на ютубе, но я думаю, что все равно рассказать полноценно и прям все описать про обряд того же самого крещения я не смогу. Но я расскажу свой случай конкретный, как это было у меня. Но сегодня мы поговорим о другом. Ребята, хочу рассказать еще 2 случая, таких очень наглядных, которые показывают о том, как, во-первых, первое, как душа здесь может застрять, может быть, кому-то этот момент тоже, я знаю, что некоторые боятся этого, или вот отчаяние, людей, что может ли душа застрять здесь внизу, и также, допустим, момент, как я уже сказала, того, что нас запугивают здесь, смертью, запугивает вот этими всякими там рай-ад, что там будешь вечно где-то гореть, будешь там наказан, будешь... И, кстати, если кому-то интересно про вот то, что там называют там великим судом, что если что-то подобное или как вообще происходит нечто подобное, то расскажите, я запишу об этом, то, что я помню, как это происходит, то, что я видела. Вот, и я вроде как об этом тоже рассказывала, но очень часто такое бывает, что я в одном видео, которое вообще по другой теме, могу там какие-то вещи рассказать и найти конкретно вот это среди очень-очень большого потока информации, который уже есть, достаточно сложно, поэтому, возможно, в отдельный ролик запись будет удобно. Итак, еще 2 случая, которые связаны тоже с людьми. Первый случай, наверное, который я хочу рассказать, был как раз коллега моя на работе, и у нее была бабушка, которая болела уже очень тяжело, то есть как тяжело, у нее уже было, как называют, там старческое слабоумие или что-то такое, в общем, там женщина, вот эта взрослая, ей уже там было 90 лет, при этом она не лежачая была, ничего, она была очень даже бегающая, прыгающая, но при этом
у нее был большой, очень сильный какой-то удар нанесен именно по ментальному здоровью, то есть я не знаю, какой конкретно у нее стоял диагноз, но чтобы вы лучше понимали, там человек просто был на уровне, ну не знаю, полуторагодовалого, двухгодовалого ребенка, то есть она могла там условно обкакаться и мазать вот это все фекалии о стены, то есть с ней было очень тяжело, она там могла что-то крушить, ломать, ну в общем там было полное отсутствие уже осознанности вообще какой-либо, и она не умирала, и как бы вот и жить не жила, и умереть не умерла. И вот я помню, что в тот момент я еще не знала, что это было, но как раз в тот день нам как-то вот коллега моя этим поделилась. Она рассказала об этой ситуации, что вот так и так с бабушкой вот такое происходит. И я помню, что я тогда очень сильно настроилась на эту душу, потому что мне стало очень интересно даже в чем-то, мне стало непонятно, почему, что ее держит, потому что я понимала, что этой душе нужно уже уйти. То есть у меня это было на уровне осознания, на уровне понимания, так как я на нее настроилась, и я уже считывала то, что с ней происходит, и я понимала, что эта душа должна уйти, но как будто она очень боится, как будто ее что-то здесь очень держит, поэтому у нее энергосвязи уже были хорошенько так порваны, то есть душа хочет уйти, а сознание, вот именно тело на уровне сознания, подсознания, умирать катастрофически не хочет, и вот всеми силами цепляется за эту жизнь, поэтому я не понимала, что происходит, и начала смотреть. И в процессе, когда я начала, опять же, разговаривать с этой душой, начала смотреть, что с ней, смотреть на тонком, в том числе вообще рассматривать энергоструктуры, я поняла, что эта душа, то есть там, понятное дело, бабушка, это все советской закалки человек, а в Советском Союзе не то, что там чего-то, там даже религии не было, то есть человек вообще, можно сказать, не знаю, кстати, там, кто, ребята, при Советском Союзе жил, расскажите, может быть, как там это все подавалось, но люди были как-то рациональные и были очень приземлены физически, что говорили, нет религии, нет ничего, есть партия, да, есть наука там и так далее. И нет понимания у нее не было, что там ее ждет после смерти, то есть она очень сильно боялась, ее сознание, ее подсознание очень сильно боялись, что эта смерть будет последней, все. После того, как она умрет, не будет ничего, она перестанет существовать. И то есть от того, что она не знала, что ее ждет после смерти, не было понимания того, куда она, чего она уйдет и так далее, отчаянно сознание и подсознание сопротивлялось этому, то есть вот цеплялось, не давало душе уйти. И если кто-то думает, что а как же так, как же душа не знала, душа знала, но я вам уже много раз рассказывала о том, что у нас здесь очень сильно порваны энергосвязи, нам обрубают вот это вот сознание, тело, душа, да, для того, чтобы вот знание, которое есть у нашей души, как раз-таки к подсознанию и к нашему сознанию не приходило, чтобы мы на уровне своего тела не могли этими знаниями пользоваться, не могли видеть и знать то, что знает душа, и были, ну, абсолютно здесь беспомощными и ведомыми. Так вот, и у нее было именно так, то есть душа знала, куда ей уйти, но вот этот страх сознания, подсознания о конечной смерти был настолько сильный, вообще страх перед этой смертью, что она просто застряла вот в этом пограничном состоянии, где она уже была ни живая, ни мертвая, и просто вот не могла отпустить это земное воплощение. Я тогда помню, что я редко вмешиваюсь вообще, да, вот так, но я помню, что я почувствовала, что мне надо вмешаться, и я тогда с ней поговорила, я поговорила с ее сознанием, поговорила как бы с ее подсознанием, с ее душой, также телепатически, да, вот эту вот волну энергии всего послала, я имею в виду энергия в плане обращения, да, к ней, именно тонкопланового, о том, что ничего страшного нет, что после смерти есть жизнь, что ты не умрешь, смерть никогда не бывает конечная, я до нее вот этот посыл просто ей кинула большой,
то есть показала то, что там после, да, смерти, то, что материя продолжает жить и так далее, и я помню, что вот то, что я от себя смогла, я все ей дала, и где-то через месяц, ну, вот так вот примерно, ну, как-то эта тема уже заглохла, все, больше мы на эту тему не разговаривали, где-то через месяц, чуть больше, моя коллега такая ходит, вся веселенькая, все, и такая просто говорит: ой, а у нас завтра у бабушки 40 дней. Я такая: оу. А тогда, когда мы с ней разговаривали как раз вот в этот день, она говорила, что я уже так устала, у нас уже вся семья устала, уже 5 лет мы вот так живем, то есть и она вот, ну, все никак, и врачи говорят, что там отменное здоровье, все как физическое, да, но в ментальном плане там все очень плохо, и что вот непонятно, но я, говорит, уже настолько устала, что я уже просто сама уже скорее такое ощущение окочурюсь, чем она уйдет. Вот, и тут же просто я посчитала так примерно, когда был этот разговор, когда мы разговаривали, и поняла, что вот после этого разговора, после того, как я как раз вот это вот сделала с душой, да, послала этот посыл, посмотрела, помогла, именно душе, не коллеге, да, хотя коллеги тоже, конечно, она наконец-то выдохнула, но тем не менее, то есть эта душа перестала бояться, да, не душа, да, сознание, перестала бояться и просто спокойно уже пошло, потому что знает, что там. И прошло, ну, буквально 2-3 дня после этого всего, и она отошла в мир иной. Вот. То есть, смотрите, тоже на вот этом примере я для себя лично увидела, и надеюсь, вы тоже увидели, насколько вообще тот страх, который нас загоняет, да, страх смерти, страх того, что там будет после смерти, страх того, попадем мы там в рай, в ад там или еще что-то, да, может порождать даже вот какой-то страх на уровне подсознания, на уровне сознания у человека, который может порождать в том числе и ментальные вот такие болезни, которые просто, что будет цепляться там когтями, зубами, просто всем угодно за это воплощение, хотя по сути-то цепляться там уже не за что. И еще один такой как раз-таки случай, который связан с девушкой, вот, которая застряла здесь. Этот случай, кстати, я, по-моему, рассказывала, когда я на мосту увидела призрак девушки. Мы проезжали, постоянно ехали там, у нас город, там есть 2 берега, левый, правый, очень много городов стоит на воде, у нас вот есть мосты. И как-то в одно время я начала проезжать по мосту и начала видеть, там тень мелькает. А так как я за рулем, я такая постоянно раз поворачиваюсь, то есть я ее вижу, раз поворачиваю голову, и там никого нет. Я такая не поняла. Потом еще раз еду, бах, опять вижу, кто-то на мосту стоит, белый такой, как бы как на девушку похож, как тень такая, да, как женская. Я опять поворачиваю голову, никого нет. Вот, кстати, да, из разряда, кто там хочет видеть тонкий план, вот, и мне завидуют, здравствуйте, фильм «Астрал» к вашим услугам, как я говорила часто людям вокруг, что я не смотрю фильмы ужасов, потому что мне этих ужастиков и в жизни хватает, и это я не про просмотр новостей по НТВ говорила, я говорила в прямом смысле того слова. И вот в какой-то момент я поняла, что там, ну, действительно стоит кто-то, да, какая-то душа, которая просто вот непонятно почему, что она здесь вообще делает, ее здесь быть не должно. Я не понимала, что такое, почему она здесь застряла, почему она не уходит, потому что я проезжала там в течение, наверное, ну, недели 2, там 3, и я ее все-таки там видела. Вот, потом в какой-то момент мы ехали вдвоем уже с мужем, и я была не за рулем. И в этот момент, когда мы проезжали, я опять такая раз ее увидела, такая: о, опять стоит. И в этот момент я уже была не за рулем, мне не нужно было концентрироваться на движении и прочее, и я решила все-таки разобраться, что же там такое, почему она там стоит, и попробовать как-то этот вопрос решить. И когда я начала это все смотреть, то есть ты обычно, когда считываешь, да, что-то, ты начинаешь погружаться, то есть ты чувствуешь, как будто ты сам переживаешь эти эмоции, хотя ты их переживаешь как со стороны все равно, но я уже к этому привыкла.
Так вот, я начала чувствовать, что там просто дикая, душераздирающая боль. В принципе, вот эта боль, которую она переживала, то есть там, видимо, травма большая была, там, видимо, что-то была настолько ужаснейшая боль, которая заставила ее уйти. И единственное, что вот сквозь эту боль продиралась, вот эта вот фраза, что деньги дороже человеческой жизни, что деньги дороже, чем человек, чем его эмоции, чем что это настолько дико, настолько несправедливо, что это за мир такой ужасный, где деньги, вот просто вот какие-то бумажки сраные, да, как вот дороже, чем вот человеческое что-то, вот это вот внутренность, да, чем вот эта боль, которую ты испытываешь. И у нее насчет этого такой дикий там был, ну, не знаю, можно сказать, стресс, боль, отчаяние, там столько просто комок таких эмоций диких, и что никто, как никто, что это за люди, что это за мир такой отвратительный, и у нее настолько это все было ярко, настолько это было все через край, что она просто не могла пережить эти эмоции, она не могла с этим смириться, она не могла это все как-то вот отпустить, и именно это держало ее. То есть, смотрите, если душа человека застревает внизу, то, скорее всего, у него вот что-то подобное происходит, то есть какие-то прям настолько дикие стрессовые эмоции, которые раздирают его изнутри, да, это как травма на уровне души, это что-то должна быть какая-то такая дикая боль, такая какая-то вот душераздирающая, да, что-то на уровне души, именно не тела и не сознания, для того, чтобы эта душа, ну, не могла отпустить вот это земное воплощение и как бы застряла между двух миров, да, такое бывает очень и очень редко, но обычно они все равно уходят. Бывает такое, что остается слепок астральный. Если вам интересно, я про это расскажу. Что это такое, как после вот развоплощения, где вот такая вот дикая боль и прочее есть, остаются астральные слепки, и действительно может появиться то, что, ну, как некоторые называют привидением, призраком, да, или условно сущностью этого человека, его земного воплощения именно в том виде, в котором он был. Обычно с какой-то мыслью оно остается, не может пережить именно вот то, что переживало в этом воплощении, то есть остается слепок вот этой боли, вот этого всего, иногда он скапливается, да, как сгусток энергии, но это другое. У нее конкретно там была боль именно на уровне души, очень сильная. Я помню, что я ее успокаивала, я ей говорила, что да, этот мир вот такой, да, несправедливо, да, здесь так, да, все так, я тебя прекрасно понимаю, я чувствую то же самое, я это вижу, мне тоже кажется, что это все очень сильно несправедливо, что душа, да, вот чувство человека, это очень-очень важно, что это важнее, чем любая тряпка, любая там, я не знаю, монета, любое все, то есть важны вот эти вот качества, да, важно то, что чувствует другой и прочее, потому что это настоящее, живое, то, что есть, единственное, да, что вообще этот мир двигает и прочее. И в моменте, когда я ее успокаивала, я помню, там случилось еще одно такое интересное событие. Мой муж, просто мы уже ехали, почти подъезжали к дому, и он такой просто его начинает трясти, он такой говорит, что происходит? Говорит, что происходит, Надя? Почему мне хочется плакать? Что происходит? Я не знаю, я не понимаю, мне просто, говорит, слезы текут, что со мной? То есть он, получается, так как я на нее полностью настроилась, я с ней синхронизировала, я ее утешала, я обнимала условно ее, я ее успокаивала, то есть моя энергетика, она полностью на нее настроилась, я через собственную энергию ее вот эти вот все эмоции, все вот это вот частично, да, через себя пропускала для того, чтобы ей стало легче, и получается, что он, так как он со мной тоже энергетически связан, он как-то через свою вот эту связь, все, что происходит, ну, так как ауры объединенные, да, все, он это все уловил и тоже начал чувствовать ее боль, все, и он просто был в таком шоке
потому что не понимал, чьи это чувства, что вообще происходит, что вообще такое, и ему там так дико было плохо. Я помню, я его тогда, достаточно очень тоже откачивала, потому что, я ему еще сказала, что это как бы, это не твои чувства, добро пожаловать в чудесный мир эмпатии, вот, потому что я смотрела девочку, которая стояла там на мосту и пыталась этого духа что-то сделать, отпустить, то есть как-то помочь. И когда он узнал о том, что вот эти эмоции, вот это все, что с ним происходит, это он почувствовал и увидел именно вот этого вот призрака, условно, да, эту душу, там вообще у него просто, он не мог уснуть, для него это был дикий кипиш, я кое-как его успокоила, то есть, опять же, привет всем, кто хочет видеть тонкий план. На самом деле, если вы думаете, что все это чувствовать очень легко, просто и классно, то нет, потому что, если вот я, допустим, это все чувствовала, и у меня как-то было мне нормально, то есть я эти разграничения делала, и я понимала, что есть мое, что есть не мое, то есть я могла не впасть в ее состояние, могла как бы это все как-то регулировать, да, держать себя, то, допустим, муж мой хоть и не знал, то есть не делал этого специально, но он просто впал в неконтролируемое состояние, вот этой истерики, которая была у этой души, и это, конечно, не очень приятно. Поэтому не думайте, что тонкий план — это все прекрасно, здорово и пахнет ромашками. И насчет этой души, да, застрявшей позже гораздо, я узнала, что в это время где-то вот в эти месяцы там с моста с этого как раз девочка решила уйти, вот, сама, и что у нее были кредиты какие-то, видимо, там ее долбали коллекторы уже, и все, и она за это все не могла расплатиться, то есть на ней там было долгов очень много, и в какой-то момент ее психика просто этого не выдержала, и она остановилась посреди моста и просто вышла, вот, ушла. Это я позже уже, когда начала узнавать, что и почему там вообще, что с этим мостом не так, и откуда она там вообще взялась, я вот это узнала и прочитала. И опять же скажу, что не все люди, которые вот так уходят, да, сами там по каким-то причинам, именно застревают, что не все они, которые уходят, что-то с ними подобное случается. Здесь все-таки, как я уже сказала, была сильная очень эмоциональная травма, которая ей нанес этот мир, да, или нанесли как-то здесь, то есть, и вот этот вот момент очень глубокого, глубинного, ужасного такого вот переживания именно на уровне души был. Я также сказала, что это не правило, да, что все хорошо, возвращайся в канцелярию, как бы там все будет замечательно, тебя успокоят, да, все классно, ты пойдешь на реабилитацию, все будет хорошо, и в принципе вот она успокоилась, и ей стало гораздо лучше после того, как она поняла, что не только она видит так мир, и поняла, что на самом деле очень многие так его видят, но просто вот мир вот этот вот так вот извратили, неправильно построили и прочее. Ну, а кто это все сделал, мы, конечно же, с вами знаем. Также хочу ваше внимание обратить на то, что многие спрашивают, что происходит с теми, кто ушел сам, потому что считается, опять же, в эгрегоре, что это там великий грех, и там их хоронят там как-то там за оградками и все. Вот, что с ними происходит, на самом ли деле они там мучаются, застревают, еще что-то. Вот здесь мы конкретно видели девушку, которая застряла, да, вот на вот этом примере вы можете увидеть, но это не значит, что это правило, но да, многие из них застревают, это есть такое, вот, это первое. Второе, они, по сути, я сейчас как бы скажу тоже, что очень многие уходят под действием подключек, то есть не сами делают этот выбор, да, им помогают его сделать, и это вот не шутка, и реально очень многие под это попадают, потому что
этому в большинстве своем ведет такое состояние, как депрессия, и это не просто депрессончик, который я там словила, это заболевание, вот, когда уже там начинают навязывать просто вот эти мысли постоянно о том, чтобы уйти, и также получается, есть сущности, которые вы знаете, да, кто давно смотрит мой канал, что диалоги в голове, вот эти вот состояния и прочее, они в большинстве своем навязаны. Даже не в большинстве, а у нас вообще никаких диалогов в голове быть не должно. То есть мы думаем мыслеформами, а не мыслями. Ой, здравствуй, привет, Вася, как дела, да? То есть у нас мыслительные процессы происходят на другом уровне. Ну а все вот эти вот, ай, зачем мне здесь быть, ой, пойду, уйду, там и так далее, это нам, если возникают такие мысли, то кто-то очень усиленно это все на ушко нашептывает. Поэтому здесь тоже нужно вот это вот отметить, это важный пункт. А то, что состояние, допустим, как человек, вот эмоции, что эмоции тоже могут быть навязаны нам извне, вы тоже можете как раз-таки на вот этом примере увидеть и отметить то, как мой муж просто словил чужое состояние, да, это была не сущность, это была девушка другая, но через энергосвязи, вот то, как я рассказывала, импульсами сущности, допустим, нам вот как уколы такие делают, да, я это называю электрошок, эмоциональный электрошок, то есть нам какие-то эмоции яркие, буф-буф просто долбит, вот, и мы начинаем впадать в подобное состояние, и как бы тут же диалог в голове появляется, то есть, понимаете, мы все это улавливать можем извне. И то есть мой муж, допустим, уловил просто ни с того ни с сего, ехал спокойный человек, бах, да, вот получил вот такой вот разряд чужих эмоций каких-то, он даже не понял, что это не его эмоции, он просто не понял, что с ним происходит, а ему просто захотелось плакать, ему просто стало так плохо, да, и прочее. И вот подобное делают сущности, но плюсом они еще начинают говорить, какой ты бедный несчастный, какая у тебя ужасная жизнь, посмотри на себя там и бла-бла-бла и так далее и тому подобное. То есть это вот тоже яркие моменты, на которые можно обратить внимание для того, чтобы сделать определенные выводы о том, как это работает. Ну а насчет тех, кто все-таки поддается на подобные манипуляции и уходит куда-то, вот, то нету такого, что их там наверху не принимают, или они потом ходят непрекаянно, они точно так же уходят в канцелярию. Многие из этих душ не понимают, что их просто развели после того, как они уходят, хотя цепляют и рвут там, где тонко, я об этом всегда говорила, то есть если есть крючок, за него зацепятся, и этот крючок начнут разматывать, то есть просто так никакая сущность не сможет зацепиться, то есть всегда есть эмоциональный крючок, за который цепляют, и начинают раскручивать на эмоции, мыслишки вот эти веселые и так далее. То есть так или иначе крючок душевной боли у человека есть. Вот, поэтому как раз-таки, если эту боль раскрутят и действительно, то душа может такая застрять, хотя может и уйти. Ну, как я уже вам до этого рассказала, застрять может не только тот, кто ушел сам, но и, в принципе, человек, который не может уйти ввиду просто боязни того, чтобы уйти, боязни того, что там будет за гранью и прочее. Вот. А также уходят практически сразу, на самом деле. Ничего такого нет, и многие очень спрашивали про 9-40 дней, да, там вот это. Я думаю, что я тоже запишу об этом отдельный ролик. Если вам интересно, напишите, кстати, в комментариях, хотите ли вы, чтобы я записала отдельный ролик про 9 и 40 дней, что это такое, действительно ли души там бродят и так далее в это время. Ну, у меня на сегодня все. Я вас всех люблю, обнимаю.